Я Василий Шупейкин. Это 365 инфо. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии главный эксперт Центрального государственного архива города Алматы Олег Белоносов. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Василий. Предлагаю сразу же почтить память минутой молчания. А вам советую внимательно смотреть на экран. Что ж, думается, комментарии не нужны. Вы увидели, что утрачено в городе Алматы, самом большом городе нашей страны. Как такое могло произойти? Я думаю, что в советское время к памятникам относились более доброжелательно, более существенно, потому что первый список о памятниках истории и культуры и градостроительства города Алматы был создан в конце 80-х годов по решению нашего правительства, по решению Центрального комитета Коммунистической партии, которая обратилась к Алматинскому горосполкому создать специальный такой реестр, в который входили памятники истории градостроительства города Алматы, как местного, так и республиканского значения. Это тогда появилось у нас выражение «золотой квадрат», да? Чуть-чуть позже это было вынесено такое решение о определении такого места. Значит, сначала был в 1979 году составлен список памятников истории градостроительства и культуры, который был не очень, может быть, значимый по количеству этих домовладений, а также памятников архитектуры и вообще памятников мемориального такого направления. То есть еще тогда оставалась масса старины, которые просто сказали, эти недостойны, вот давайте возьмем только самое основное, самое ценное и определили. Сносу не подлежит. Скорее всего так. Значит, со временем этот памятник, реестр этих памятников расширялся, добавлялись все новые и новые какие-то здания, сооружения. Он был расширен в 1981 году, в 1984 году и так далее. Есть цифра примерно, сколько памятников старины тогда было определено как наше наследие? Да, конечно, потому что это все было зафикировано. Сколько домостроений или каких-то монументальных? В 1979 году, насколько я помню, было 41 наименование. Вот. После этого он расширялся, но в период, когда мы вступили в рыночные отношения, было около, наверное, 140 с чем-то этих памятников. После этого
он то расширялся, то уменьшался, то добавлялись к нему какие-то новые какие-то сооружения, градостроения, курганы, памятники. Ну да, довернинский период, древний период Алматы, и современный, который... даже советский период и тоже был занесен в этот реестр. Да, в советский период очень много было документов очень интересных. Ну вот мы видели вот то, что собрано было Олегом Белоносовым, вот эти фотографии, то, как это выглядит сейчас в искаженном, ну просто в непотребном виде, можно сказать, и забыто напрочь и советский период. Давайте мы опять начнем жить по тому революционному принципу, когда до основания разрушить, а затем построить нечто новое. Вот у меня это не укладывается в голове. Кто и когда первый начал? Не Виктор ли Вячеславович, тот, который уже не наш гражданин? Будем говорить, не без его участия. Первые, как, конечно... дом губернатора, канцелярия губернаторская. Ну, к сожалению, оно сначала сгорело. Да, у нас это так принято. Сначала сгореть, а потом сказать: «Бисмилля рахман рахим, давайте построим на этом месте немыслимой конструкции девятиэтажный дом». Ну, я не думаю, что в тот момент именно там и хотели построить. Были более интересные лакомые кусочки, допустим, на месте кукольного театра на Коммунистическом проспекте. Олег, я вас умоляю, что может быть лучше Пушкинского сада, парка имени 28 панфиловцев сейчас, где стоял дом губернатора. Военного губернатора Колпаковского, да. Ну, ничего, это самое, наверное, лучшее, что можно было. И ведь был проект того, что восстановить, там сохранились более спокойные районы. А вот коммунистическая, Калинина, это более же такие коммерческие районы, где люди пытались выторговать вот эти места для того, чтобы поставить свои коммерческие магазины, коммерческие киоски для своих. Вот меня всегда интересует вопрос, чья рука не дрогнула вычеркнуть из этого реестра особо охраняемых памятников тот же самый проект строительства музея города Алматы. Восстановить дом военного губернатора Колпаковского и сделать в нем музей. Это совершенно точно был проект, он уже был готов к реализации, и вдруг останки сгорели, давайте теперь построим там вот это чудо сине-желтого цвета, точно самое, как и кинотеатр, театр ТЮЗ, на месте которого высится здание, прозванная в народе «Пупок Алматы». Я не знаю, как она называется в народе, но действительно мало украшает новое здание, эту историческую часть города, которую хотелось бы для истинных алматинцев видеть в том плане, какой она была, допустим, в дни, по крайней мере, моей молодости, да. Вот, потому что алматинцы свято чтут свой город, они любят свой город. И когда там приходят Вы не согласны с этим? Олег Юрьевич, вот знаете, я всегда всем в пример привожу город Уральск. Вот там действительно почему-то сами люди свято чтут старину своего города. Там каждая трещинка на здании заретуширована, каждая бревнышко там каким-то образом поддерживается, чтобы оно не гнило. Там же исторический центр есть. У нас его уже нету. У нас, помните, какая битва была за дом купца Головизина, Фурманова и Курмангазы? Когда там начали вдруг вставлять пластиковые окна. Ну, кому это пришло в голову? Кое-как отстояли дом купца Габдул-Валиева. Там же тоже сделали реконструкцию. Рядом дом Мурова полностью перереставрировали с использованием современных отделочных материалов. Взяли плитками, облицовали его, и он потерял свою историческую ценность сразу же. 2007 год, возникает проект у градоначальника тогдашнего Имангалита Смагамбетова
сделать историческую улицу в районе Малой станицы, воссоздать быт алматинцев и вернинцев позапрошлого века вот в этих купеческих домах, которые еще чудом сохранились. Да? В то время еще сохранились. Но кинулись. Один дом, бывшее Министерство иностранных дел, выкупленный, опять же, четой Храпуновых и перепроданный, перестроен, к нему пристройка какая-то несуразная сделана. Второй сделан фонд Кунаева Димашу Ахмедовичу. Наверное, бы нашлось любое место в нашем городе, в нашей стране, ну, не в старом же купеческом доме делать для него вот такой музей. Да, к которому он не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Если он к дому Кызылтана еще имел какое-то отношение. Да, пожалуйста, Кызылтан. Во времена Храпунова дают разрешение пристроить туда банк. Делают, опять же, вот это слово я часто повторяю, несуразнейшую пристройку из бетона. Вот к этому бревенчатому зданию. Нарушают линию, нарушают гармонию. Оно не вписывается никак в общий интерьер этой торговой улицы Горького, Жебек-Жалы. Кто это делает? Кто берет и вот так росчерком пера ставит на нашем прошлом крест? Неужели земли вокруг Алматы мало? Есть у вас в архиве такие документы? Мы можем их поднять и опубликовать, что вот, смотрите, вот это решил вот этот человек. Конечно, мы можем найти эти документы. Кроме непосредственно первых руководителей города, несут ответственности многие другие лица, которые подписывали, визировали этот документ, в том числе это и управление культуры, это районные акимы, это управление коммуникацией и прочие. Градостроительный совет у нас есть. Есть архитектурный совет. Все они подписывали, и, конечно, решением одного человека, градоначальника, это не решалось. Это проходила длинная дистанция, прежде чем это предприятие, этот дом, это здание, это сооружение выносилось из списка памятников истории и культуры. А потом это здание по каким-то манерам исчезало с лица земли, перестраивалось. Или обезображивалось пластиковыми отделками нынешними. Хотел бы как раз обратить внимание ваше на дом купца Аксакала Седалина, да? Да. Вот где находится как раз этот фонд имени Кунаева. Конечно, чтобы зрителям было понятно, это дом Аксакала города Верного. Это была такая должность. Самый главный Аксакал, к мнению которого обязаны были прислушиваться, председатель Совета старейшин. Хотел бы, конечно, сказать, что о Динмухамеде Ахмедовиче Кунаеве у алматинцев, конечно, очень хорошее впечатление. С его подачи, с его решений город у нас расцветал, появлялись красивейшие здания, которыми гордились, гордимся, и, надеюсь, еще будут гордиться наши алматинцы и впредь. Вот я маленькую ремарку, я вспоминаю времена 20-летней давности, когда еще не было такого бума строительства, не возникали вот эти вот монстры из железобетона и стекла, да, которые во Франции еще в 60-х годах уже были запрещены к строительству как малоэстетичные и приносящие большой вред в случае землетрясения. Стекло убьет больше людей, чем придавит балками. Так вот, приезжали когда ко мне гости, и я вот осознал, водя и провозя их по улицам города, что все, что у нас красивое и достойное восхищения, все сделано во времена правления Димаша Ахмедовича Кунаева. Светлая память этому человеку. Так вот, прикрываясь вот этим светлым именем для многих алматинцев, именем Кунаева, значит, был открыт фонд в этом здании. И фактически это здание превратилось в коммерческую структуру,
которые с разных сторон были пристроены. С одной стороны парикмахерская, с другой стороны кафе, шашлычная. Пристраивалось к этому зданию самые, ну, вроде бы и пытались сохранить в том плане, да, но все равно же это менялся исторический облик этого здания. Безусловно. Это здание теряло свою привлекательность и историческую ценность. Историческую правдивость, архитектурную правдивость стиля и его создателей. В июне месяце 2016 года это здание загорелось. Значит, об этом пожаре я узнал из средств массовой информации, прибежал туда. К счастью, там не было большого пожара, замкнула проводка из-за, вероятно, ливневых таких дождей, и пострадала верхняя часть вот этого сооружения. Ну, это же один из таких нюансов, до чего мы доводим вот эти памятники культуры. Превращая это здание в какую-то коммерческую организацию, мы в любой момент можем утерять это здание. Потому что коммерческие структуры пытаются вытащить из этого места как можно больше прибыли. И они не жалеют здесь ничего, не стоят ни перед чем для того, чтобы как можно увеличить поток денежных средств. Вот, в том числе, вот, как вы говорите, Казалтан в 2006 году тоже горел. Совершенно верно, да. Когда там как раз после этой пристройки. Казкоммерцбанк. К счастью, и вот эти два здания спасли. А многие здания же у нас не так были и погребены под руинами. Это здание Тюза, бывший кинотеатр Алатау. Тоже 2 дня горело, дымилось, да. Тот же здание генерал-губернатора, которое самое ценное, может быть, историческое здание города Алматы Вернинского периода. Ну и многие-многие другие здания, вот, которые подходят под русскую пословицу, что имеем, не храним, потерявши. Вот плачем только мы с вами. Почему-то остальные, им не плачется, им хорошо. Я не понимаю. Или у них истории нет. Или забыли, что есть еще одна русская пословица «Иваны родства не помнящие». Это про нас с вами так говорят. И перешло это на советский менталитет. И не только на русских. Но всех, кто не помнит свои истории, все Иваны родства не помнящие. Мы всколыхнули с вами тему. Рассказать о ней до конца невозможно. Сейчас, я знаю, вы приготовили новую книгу в электронной версии о зданиях Алматы, да? Ну, наш архив очень активно работает над популяризацией документов, которые находятся на хранении в нашей организации. В том числе я занимаюсь непосредственно выявлением каких-то интересных документов, связанных с исторической ценностью нашего города. Это и Вернинский период, это и организации, и предприятия, которые находятся и находились в городе Алмате. Многие, к сожалению, эти организации уже прекратили свое существование. Мы подготовили книгу о выпускаемой продукции таких наших основополагающих промышленных предприятиях, как Алматинский хлопчатобумажный комбинат. Мы показываем образцы изделий. У этого предприятия АХБК нет, но изделия, которые они выпускали, до сих пор хранятся у нас, и мы хотели шире представить вот этот пласт документов, характеризующие его продукцию. Аналогичная была работа предпринята по ковровой фабрике. Более, по-моему, 600 ковровых изделий, которые сохранились, и образцы достойных таких самых высоких лестных слов, показывающих развитие нашего национального художественного колорита, сохранились у нас в архиве.
Олег, я прошу прощения, отчет это хорошо, но это не в рамках нашей передачи. Мы не делаем ни пиара, ни отчетов, но хочется сказать вот о чем. Обращаюсь ко всем казахстанцам. Если у вас сохранились какие-то раритетные вещи, документы, фотографии, сейчас это все представляет огромную ценность для того, чтобы наша история не собиралась потом потомками по микронным частицам, а могла сохраниться. В Алматы уже несколько лет как построен шикарный центральный государственный музей города Алматы, по-моему, со всей атрибутикой, присущей этим видам учреждений, с камерами хранения и так далее. И я знаю, что есть личные ячейки, да? Хотел немножко поправить, это не Центральный музей, а Центральный государственный архив города Алматы. Да, я оговорился, ничего страшного. В этих в наших фондах есть документы, которые мы храним и организаций, и частных лиц. Значит, конечно, здесь должны быть более такие достойные фамилии, достойные имена этих людей, которые внесли определенный вклад в развитие нашего города. Это может быть со стороны архитектуры, истории, культуры и каких-то других направлений. Может быть, он будет быть заслуженным рационализатором, изобретателем, внесший вклад в развитие строительства, промышленности, сельского хозяйства. Мы с удовольствием открыты для всех, работаем. Приходите к нам. Вот, спасибо за приглашение. Это приглашение всем нам. Спасибо за беседу. Я еще раз повторюсь, мы всколыхнули только тему. Как ее дальше продолжать, решать вам. А я прощаюсь с вами. До свидания. Я Василий Шупейкин.